Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И, ребятки, да, сегодня у нас будет Донна с феромонами. Все-таки обещал, поэтому будем сегодня смотреть именно ее. Взял ей самый жесткий модный скин, который у нее есть. Конечно, ледяной дракон тоже красивый, но, блин, это огненный дракон, один из первых легендарных скинов, поэтому он очень суперски выглядит, и разрабы на него старались. Поэтому будем играть сегодня за него. Также, ребятки, я забыл вчера рассказать про акцию, да. Забыл, как всегда. Ну, это ж я. В общем, акция выглядит вот так вот. Это... Акция достаточно интересная, потому что здесь опять же раздают кучу гемов. Опять же, здесь инфы особо больше нету. Видите, тут написано, что нужно сделать. Самое время строить бла-бла-бла, концерт, там сыграйте, скиньте скриншоты, вот как обычно, да? Опять же, кому будет интересно, те найдут ссылочки, все дела по наградам. Почему? Ну, как бы это самое важное, я считаю. Что по наградам? Первое место. 4000 гемов каждому игроку, плюс эмоции. Опять же, второе место 3250 и третье место 2700 по гемам. Опять же я говорю. Что здесь нужно сделать? Если я не ошибаюсь, здесь нужно в пещере, видите, размещенных в пещере, нужно разместить эти персонажи с этими скинами как можно больше. То есть можно не один сквад даже туда запихать. Ну, в общем, выглядит это очень странно, но вот такой вот челлендж от разработчиков, такая акция. Опять же, залутать гемы может каждый. Поэтому, если хотите, если у вас есть все скинчики, попробуйте. А мы идем в боец. Пойдем, ну, конечно, не в легкий, пойдем в командный. Разваливать. Кстати, у меня сейчас феромоны не 6 уровня, а 7, да. Не знаю, не спрашивайте, почему так, просто так. Радиус 7.1, 2.7. На 6 уровне 6.6 радиус и 2.4 секунды длительность. Ну, то есть усилились достаточно неплохо. И этого уже почти хватает, ну, чтобы максимальный феромон использовать. Хотя 7.7... Максимально вроде бы 10 или 12 же были по радиусу, наверное 10. А вот по силе были, ну по времени были 4 секунды. То есть, в принципе, это где-то на 20... Сейчас 7 уровень на 25% слабее, чем какой-либо другой уровень. Итак, у нас здесь есть Лизи. Опять же, ребятки, почему я взял Дону? Потому что вот. Потому что нереальная имба по дамагу. И потому что активный навык кадешится очень удобно, очень быстро. Ну и, опять же, он работает на дистанцию. Ну... Сейчас вам покажу, в принципе, как это должно работать. Во-первых, у нас первобытный инстинкт. У меня сейчас на Доне первобытный инстинкт. Что мне это дает? Это мне дает увеличение урона на 30%. А в реальности это на самом деле больше увеличение урона. Мы вылетаем вот так вот. И вся эта зона, по которой мы летим, она вся имеется. Ну, плюс на Доне удобно будет это все реализовать, потому что все-таки активный навык, он имеет КД чуть дольше, чем перезарядка этого прекрасного действия. Ну и плюс для Дона это то, что Дона всегда врывается, и ей нужно всегда, ну, постоянно, да, нужно быть в центре, так сказать, внимания, и нужно постоянно выживать. А чтобы выживать, что нужно делать Доне? Правильно, нужно... Кстати, видите, вот, одной граната пол хп снес. Нормально. Правда, дробовика мне сейчас никакого нет, поэтому пришлось этот брать. Хотя бы какой-нибудь, чтобы был. Ну, кстати, может, я и ошибся все-таки с Доной. Наверное, все-таки ошибся. А мне кажется, оно того не стоит. Вот зря я на Дону взял. Ну ладно, что сделано, то сделано. Мне кажется, просто из-за того, что она как акул себя ведет, вылетает и все уничтожает, и за счет этого, плюс феромоны, можно очень жестко ломать все склады, которые только видишь. Ну вот реально, настолько жестко, что капец. Сядем в бочку. Ты чё, офигел? Какой дерзкий. Он еще и залутать успел, представляете? Он еще и успел залутать. Лев убежал на ботинке. Ну а че ему, это ж лев. А мы залутаем золотой дробовик и, в принципе, на этом закончим. Ну, вы сами видели, какие мне монстры попались. Там акул жесткий был 15 уровня, и остальные ребята вроде старались. Ну, Никс непонятно где, непонятно что делал. Киллер, конечно, у нас был в команде. Ну вот, все затащил киллер, как бы. Понимаете, да? Киллер просто в команде киллер и все. Жалко, сталкеров у нас нет в команде, конечно. Опа, золотой сундучок, это я люблю. Кстати, сложный квест выполнили, если что. Изи сложный квест. Но мы отправляемся дальше, потому что я хочу за Дону еще как минимум парочку топ-1 взять и раскрыть феромоны пожестче. Потому что сейчас не было особо таких врывов там, где я там врывался в фулл сквад, кидал гранатку под усилением от первобытного инстинкта и все шоталось. Такого не было, потому что у меня не было дробовика, это как бы минус урон, а лук это одиночный урон, поэтому, ну сами понимаете, надамажить массово с лука с одной выстрелой не получится, это логично. Поэтому того замеса, который я хотел строить, не получилось. Но надеюсь, в будущих там пары боев, которые мы сейчас играем еще, это получится сделать. Такс. А я могу? Могу. Хе-хе-хе-хе. Ебой. Так, ломаем. И влетаем. Домой феромончиками. Вот, ради вот этого вот я и хотел взять феромоны. Очень жесткий предмет. Очень крутой. Минус Никс. До свидания. И сейчас этого Никса тоже слоем. На тебе и кусь, и феромоны. Понимаете, сколько это
имбы с доны можно получать. О, как же кайфово. По-любому будем качать 4-й слот, чтобы был и дефибриллятор, и феромоны, потому что я сейчас вместо дефибриллятора их использую. Эти феромончики прекрасные. Ботик, иди к нам давай, друг. У нас тут ты нам копье принесешь, которое никому не нужно, да, в этой команде, прекрасно. Именно так. Львам копье не нужно, этим не нужно. Бак у нас убежал, придется бежать за ним, за этим гением. Но опять же, с доной плюсы это то, что феромончики всегда можно использовать под активный навык. Но опять же, когда еще в ближнем бою находишься, и тебя нет, ну, нет времени целиться, вот это все делать, вокруг тебя бегают Джейд, там, бобры, ну, в общем, много чего может случиться, то использовать феромоны вообще кайф. Нажал одну кнопку, Дона мало того, что кусает, так еще и наносит урончик. Кстати, обидно, у нас гранаток нигде нету. Только вот такая вот граната. Ну, мне, в принципе, нормально будет. В ближнем бою, как бы, это ок. Но она тоже имеет же свой урон, в зависимости от редкости, да, там. Золотая имеет урон выше намного, чем там бронзовая и все такое. Поэтому надо за долоту доставать, хочется все-таки красиво залететь и все шотнуть. О, серебряный есть. Левчанский здесь у нас тусует. Залутаемся. Так, мне сейчас красиво хочется посидеть в водичке. Я сейчас думаю, сейчас на бака завалятся сквады. И, ну, какой-нибудь сквад. Там еще против нас не сквад, бак. Ну, приведи к нам кого-нибудь, братиш. Веди их сюда, я их укушу. О, противники, противники. Попались, нубасики. Ха-ха-ха. Вот оно, ребятки, вот ради этого я и брал феромончики. Вот только ради этого. Только ради этого. Видно, да? Прикольно. Скажите. Это я только что прыгнул, если что. Но Дона осталась на месте, просто так. Ой. Ну вот ради этого я только феромоны брал. Слишком классные, чтобы их не брать. Блин, еще не успел залутать арморчик. Обидно. Он сделал все красиво, как и планировал. То есть залетел, кинул гранатку, кинул дробовик. И сразу даблшот. Плюс моя команда мне помогла. Плавающая бочка. Но мне это не интересует. У меня все-таки у Доны есть инвиз. Да, невидимость. Invisibility. Как это модно называть. Ладно, неважно. Идем дальше. Остался последний противник. Точнее, не последний, еще двое. Которые сбежали от участи прекрасной. Сюда. До свидания. Ну, как бы. Просто берешь и уничтожаешь. Поэтому, ребят, в 100% варианте. Вот сейчас я знаю, что нету недельных ивентов. Хотя, может, уже и завезли. Но их несколько дней точно не было. Может, даже уже недели не было. Но у меня вообще больше не было, потому что у меня был новый ивент какой-то, да, там завезли на его на 4 или 3 дня. Вот у меня висел. И по итогу получается, что ивентов недельных нету, то есть феромоны достать нельзя. 5%. Да, больше по-другому их нереально доставать никак. И все это прекрасно понимают. Домой. О, кстати, видите, достал. Хотя где я был, где был этот. То есть я не долетел даже него. В этом и прикол. Вы не долетаете, но противники уже стоят и ждут, когда вы их просто шотните. Просто предмет, который ломает баланс. Не знаю, зачем разработчики его добавили в таком виде. Это очень странно. Ну, слишком сильный. Слишком сильный. На секунду, наверное, было бы норм. Но когда 4 секунды, 3 секунды, даже 2,5, это очень много. Это очень много решает. Потому что за эти 2,5 секунды можно кинуть full раздебаф. Ну, я имею в виду full урон, да, в противников. И они все умирают. То есть, просто твой сквад кидает full урон противников, и все, противники умерли. Парам-парам-пам. Баланс. Баланс. Самый лучший. В самой лучшей игре. Так, Лиська у нас залутает гранатку, не? Не залутала. Обидненько. Ну, конечно, Никс на автомате залутал. А чё ему, да? А чё Никсу? Он жесткий. Давайте на автомате закинем быстро, может получится убить. Ну вот что нам сейчас делать? Бак умер. За Тоником надо гнаться. Наверное, я не успею дойти до Бака. Даже до Тони дойти не успею. Блин, обидно. Очень обидно. Пока что хилиться не будем, пусть яйцо посидит. Я пока что могу... О, нет, теперь надо хилиться. Теперь надо хилиться. Сейчас можно залететь кого-то. Сейчас можно залететь. Отлично, Никса шотаем. Чтобы не быковал. Ну, конечно, его команда резает. Моя команда решила сделать вид, что они меня не видят, да? О, какие же они душные в моей команде. Как же бесит. Хорошо, что у меня зубы вампира есть небольшие. Так. Команда, как всегда, меня бросает, ясное дело. А что им не бросать, да? Гений в команде. Блин, как же бесит. Вот просто не представляете, ребят. Как же бесит. Повезло, что я смог уйти. Они просто на ровном месте меня бросили.
Так, ну, сейчас будем вылетать в этих гениев. Шотать их. Хотя бы Ну, я, короче, на зубах вампира жил как мог. Но моя команда это просто такие нулевые. Я хожу, всех убиваю, а они стоят. Они стоят, смотрят. Они не могут одну кнопку нажать, убить. Просто вот. Слов нет. Слов нет. Ай, да. Бывает такое, да. Что поделать. Рандом, наверное, опять увидел, что я... Хотя нет, сейчас же рандом, который не может видеть. Это раньше был рандом, который видел, что я убиваю 2 сквада и такой... Или 3 сквада и такой, ага, все, иди соло тащи с этими, с нулевыми. Было такое дело. Ну ладно, давайте еще боец КТ. Надо все-таки реализовать как-то мощно этот предмет. Ну, вы сами видите, он очень жесткий. То есть, в реальности я бы так донной не смог бы против сквада из Никсов такое вытворять. Но я могу это делать с прекрасными феромонами. Опа, 2 золотых предмета. Какая красота. Всегда бы так было. Было бы вообще суперски. Так, лутаемся. Тут золотая гранатка у нас есть прекрасная. Мне, Никсу и Льву она будет прекрасна. Еще и бот золот, еще сану. Офигенно. Вот это хороший заход. Вот это, я чувствую, мы сейчас затащим. Ну, надеюсь. Если моя команда будут не нули, хотя бы кнопки нажать смогут, то шансы есть. Хотя, с таким лутом, может, и я смогу затащить соло. Было бы еще хорошо, если бы выпал мне прекрасный золотой дробовик, чтобы радиус был большой, чтобы я мог покрывать много противников. Так, это бот, окей. Давайте в воду. Все, я засел. Я засел. Одно слово, засел. Так, шотаем этого. Никс его не сможет треснуть. Кстати, заметьте, Луи отправляет мышек, чтобы они нас убили. Я пока что посижу здесь. Хотя нет, наверное, не будем сидеть. Придется идти в атаку. Опа, вы смотрите, что у нас здесь есть. А это же золотой дробовик, как я и хотел, да? Так, Луи мы добиваем. Никсов сейчас добиваем. Сейчас я похилюсь нормальненько. И в воду иду. И хукну их сейчас всех. Давай, до свидания. Вот, ребятки, вот это феромончики. Вот это имба, красивейшая просто имба, которая все шотает. Хотя тут момент был, когда орел залетел и мог всех шотнуть. Я тогда отхилился сразу 2 аптечками. Вот понимаете, я даже аптечки уже не жалею. Просто беру и хилюсь. Это жестко. Это жестко. Но против нас... там уже такой, видите, сквад из 4 максимум остался. Обидненько, обидненько. Я бы сейчас хотел поразваливать. Но у меня фулл золота, как бы, можно... Все равно развалить, если сейчас встретим. Фух. Ну хорошо, что я в воду успел уйти. Надо реализовывать всякие доны на максимум и с первобытным сектом, и всем остальным. Блин, у меня автотака не жалась. Вот я тыкнул на этот лук уже раза 5, наверное, тыкнул. Сейчас мне феромон откадешится, и я залечу. Так, залетаем. Орел, правда, сбежал. Надо поставить капканчик, чтобы он не резнул. Ага, он этого резнул. Ну ладно. То, в принципе, не важно. Орла схватили, правда, мне бить нечем. Ну тут лев еще подсобил. Вот понимаете, насколько это имбово? Можно брать в команду льва. Блин, у нас орел там сейчас умер. Вот же гений. Вот же гений на орле. У меня просто слов нет. Это ж надо было пойти и умереть просто. Пока мы там дрались. Сам запорол себе топ-1. Ну, как говорится, гений есть гений. Так, я мысль потерял, в общем. Сейчас я вспомнил. Подо льва. Берете любого персонажа с феромонами. Ну, который может быстро залететь. Условно, кенгуру. Кстати, кенгуру тоже потестим, но, наверное, уже завтра. В общем, берете персонажа такого с феромонами, как кенгуру. Залетаете им в толпу. Да, условно, лев у вас там сандалиями 100 с ботинком, 14 уровень, там 4 слота, допустим. Залетает вместе с вами. Под ваши феромоны, да. Дает стан. Это сколько секунд? Это уже секунд 7 стана. 7 секунд? Это можно уже 2 круга продамажить всеми предметами. Понимаете, насколько это жестко? Вот такой вот феромонный предмет. Вот такие вот он дает преимущества. Ну, в командных боях это просто лютейшая имба. Особенно для тех ребят, которые их прокачивают. Это просто лютая возможность. Давайте глянем, есть ли у нас недельный ивент. Нету. Кстати, возможно. Это моя догадка чисто. Информации просто 0, сразу говорю. Разрабы сюда на недельный ивент впихнут новые ивенты. Ну, это, как по мне, неплохая такая догадка. В плане того, что ну, а зачем его отменяют, да, почему он его сейчас нету, выглядит очень странно, да? Может, к сафари готовится? Мало ли. Сафари обещали
скоро, прошло 3 недели почти. Это 3-я неделя сейчас идет. Такие вот дела. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Что думаете по поводу феромонов и их имбовости. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.